Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам о своей поездке в Кейптаун. Я сейчас здесь нахожусь. Также в этом видео я покажу вам сравнение цен на парфюмерию в разных duty-free. В видео будут тайм-коды. Итак, поехали. Начнем с квартиры. Я сняла квартиру на несколько дней, затем я перееду в отель. Сейчас вам покажу квартиру. Она очень приятная, все чисто, красиво, обставлено, удобно, с кухней. Я живу на 22 этаже. На 27 этаже здесь есть бассейн, где гости, где постоянные жильцы этого дома отдыхают, проводят свободное время. Все очень открыто общаются. Вообще ко мне часто подходили южноафриканцы, спрашивали, откуда я. Очень жизнерадостные, очень отзывчивые люди. Сам район находится в достаточно благополучном месте. Я совершенно спокойно здесь ходила. Здесь вокруг много чего строится. Поэтому проживанием я здесь осталась довольна. Бронировала я все на букинге. С оплатой мне помогла моя приятельница, потому что букинг не принимает наши карты. Тем не менее, я бронировала из своего города и заметила, что при включенном VPN стоимость на примерно 10% ниже. Теперь по поводу того, как я сюда добиралась. Лететь сюда, конечно, очень много часов. Обратный перелет у меня вообще будет с 10-часовой стыковкой. Я летела с пересадкой в Дубае. На мой взгляд, самым дешевым, оптимальным вариантом, если это вообще можно назвать дешевым, потому что сейчас вообще нет такого понятия, как дешевые авиабилеты. Так вот, самым оптимальным вариантом является с пересадкой в Дохе, но единственное, что там очень долго нужно будет ждать. Но, что называется, бешеные собаки 100 километров не крюк. По поводу финансов. Вообще, когда я приехала сюда, я была в полной уверенности, что зайду и поменяю везде доллары без проблем. Но я ошиблась. Дело в том, что по пятницам очень много чего закрывается, нигде деньги не поменять. Поэтому, конечно же, в первый же вечер я пошла со своей картой в местный банк, который называется FNB. И первое, что сделал банк, это съел мою карту, потому что я ошиблась при наборе пин-кода. Это абсолютно мой промах. Тем не менее, представьте себе ситуацию, вы стоите с 50 долларами, которые вас никто не готов поменять, взять, без воды, практически без связи, без денег, а вашу единственную рабочую карту съел банкомат. И тут, конечно, мне пришли на помощь люди, которые были вокруг, они увидели совершенно мое растерянное лицо. Какая-то замечательная женщина по имени Лидия, я запомнила, стала предлагать мне помощь, стала предлагать мне деньги. Она поняла, что произошло, они объяснили мне, что есть смысл прийти на следующий день и разбираться уже с банком на месте. Другие люди стали предлагать мне купить воду, еду. В общем, меня поразили совершенно во второй раз южные африканцы. Очень отзывчивые и добрые люди, как я сказала. История эта закончилась тем, что я пришла на следующее утро в банк, не имея никаких вообще иллюзий на тему того, что карту мне вернут. Потому что если у вас когда-нибудь застревала карта, особенно если вы за рубежом, то ну все, это конец. Но нет, мне помогли, карточку достали, мне вернули совершенно без проблем. По поводу передвижения, я пользовалась здесь такси, оно относительно недорогое, Uber просто ставила оплата наличными и все. Также хочу отметить, что тот район, в котором я живу, здесь находится несколько заведений, в одном из которых мне тоже помогли в тот день, когда я осталась вот без денег, без всего, с грустной купюрой в 50 баксов. Я просто зашла туда, совершенно не питая тоже никаких надежд, что мне что-то продадут, так как в ходу только местная валюта. Тем не менее, оказалось, что там русский шеф-повар и управляющий. Замечательное заведение, такой ресторан-бар, очень хорошо сделано. И когда я туда зашла и объяснила ситуацию, они сказали, без проблем. Шеф-повар вышел, оказалось, что мы с ним вообще соседи по району, он тоже из Санкт-Петербурга. И он мне поменял деньги, все объяснил, меня там накормили, напоили. В общем, я всячески рекомендую это заведение. Оно называется Who Knows, кто знает. Будете в Кейптауне, обязательно зайдите, там очень приятная атмосфера и очень хорошие люди. Передаю им большой привет. По поводу магазинов. Я зашла, конечно же, в те магазины, в которых сейчас снимают отдельные travel-блоги, типа там travel-блог из Zara, travel-блог из H&M. Ну, кстати, я нормально отношусь к H&M. Единственное, что меня всегда смущает, что у них одежда какая-то уж слишком дырявая. Они в какой-то момент перестали шить одежду для обычных людей, к которым я себя отношу. Одежда стала такая совсем уж, скажем так, немножко театральная, что ли, да, или неносибельная. Ну, как по мне, раньше у них всегда была очень хорошая база, а сейчас что-то произошло. Также я побывала в нескольких заведениях на пляже. Как я поняла, очень популярно там справлять всевозможные дни рождения, праздники, какие-то там собрания, тусовки, свадьбы. И интересно, что, например, гости могут сидеть все разнаряженные, потом раз, пойти все искупаться в бассейне, ну, потому что в океане купаться нельзя. И это очень интересно, я такого не видела, по крайней мере, в таком масштабе.
Я со всеми общалась на английском языке, все его понимают, ни разу я не встретила никаких с этим трудностей, никаких проблем. Часто можно услышать французскую или немецкую речь, но в основном это все-таки английский. По поводу погоды, здесь совершенно она удивительная, то есть одновременно очень жарко может быть, и тут же погода меняется, супер вот эти вот ветра, которые, просто сносят тебя. Я уж думала, я вот живу в городе, где климат, очень такой специфический, такой, как это говорится, не user-friendly. То здесь, конечно, жара, вдруг раз, просто тебя сносит этим штормом, очень необычное ощущение. По поводу безопасности, здесь есть совершенно конкретные районы, куда не стоит ходить, потому что, есть большая вероятность, что ты оттуда просто не вернешься. А так в городе я вот, например, ходила одна совершенно спокойно. Да, на некоторых улицах там могут тебе что-то сказать, но это не носит какой-то навязчивый характер. Скорее, даже в туристических местах могут быть какие-то попрошайки, они иногда ведут себя агрессивно, но есть полиция, есть какие-то такие security guy, которые следят за тем, что происходит, поэтому какого-то вот такого ощущения страха, да, и что ты не в безопасности, у меня не было. Возможно, просто потому, что я находилась в нормальных районах. Затем я переехала в отель Table Bay. Его коридоры мне очень напомнили коридоры из фильма «Сияние», они очень атмосферные. Если говорить про туристическую программу, я ездила на остров Дейкер с морскими котиками. Туда отправляется кораблик с пристани каждый день. Действительно, оно того стоит, но нужно быть готовым к тому, что корабль сильно будет подбрасывать на волнах. Также я ездила в городок Симонстаун, там находится колония южноафриканских пингвинов, они мне очень понравились, надеюсь, я им тоже. И Кейп-Пойнт и мыс Доброй Надежды – это ключевые точки для просмотра. Я нахожусь на мысе Доброй Надежды, дорогие мои подписчики. Передаю вам отсюда пламенный привет, здесь очень красиво. И вот здесь можно увидеть такие странные совершенно, такие вот странные штуки. Это пирамиды, которые люди собирают, видимо, загадывая желание, такая традиция. Она очень милая, считается такое место силы. Посмотрим. До всех достопримечательностей города и пригородов можно добраться на автобусах типа City Sightseeing. У них огромное количество туров каждый день. Также я побывала в сафари-парке Акилла, мне очень понравилась стоимость на человека, примерно $150 с трансфером туда и обратно и с питанием. Самый, конечно, мощный был лев и жираф, там много очень разных животных, но именно эти двое на меня произвели самое большое впечатление. Затем я побывала на винной ферме, которая называется Моротие в регионе Стелленбош. Ферма была создана в 17 веке, и на всех подобных фермах, а их более 4000 в ЮАР, проводятся дегустации и экскурсии на производство. Можно посмотреть, как виноград обрабатывается, как создается вино. ЮАР занимает 8-е место по производству вина. А мы с вами переходим к части, посвященной парфюмерии и шопингу. В торговом центре Victoria Wharf в магазине Skins я нашла аромат Crystal Saffron от бренда Matière Première. Здесь он стоил примерно $233, и это было самое выгодное место, чтобы его купить по сравнению с Duty Free. Здесь была представлена большая линейка ароматов от Malted Brown, известный своими гелями для душа. Средняя стоимость составляла $150 за флакон. Мне понравился аромат Milk Musk, но не настолько, чтобы сразу его купить. Я нахожусь в бутике Chanel. Я пришла сюда за одной из этих замечательных крошечек. Вот тут удивительно, не ставят цену нигде. Предполагается, что вы должны обязательно обратиться к консультанту. Предполагается, и ладно. И вот одну из них я купила. И совсем скоро я вам сделаю на нее обзор. Хочу показать вам сравнение цены на один парфюм в разных аэропортах. Гипнотик по озону в Кейптауне стоит $65, а вот в Дубае стоимость составляет уже $84. Дальше стенд Герлена. Здесь я смотрела аромат Santal Royal, его стоимость заявлена $201, а, например, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге цена €182, но будет выгодно покупать там, если точно знать курс. Обычно в аэропорту Пулково он невыгодный. Вот еще одно интересное сравнение. Делина в аэропорту Дубая стоит $261, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково €630, а в самолете, если вы летите по журналу, можно купить за $246.
И последнее сравнение. Les Exclusives de Chanel. Стоимость $205 за 75 мл, в то время как в Кейптауне в магазине Chanel я приобретала за 189. Таким образом, в Дубае, в аэропорту цены выше, чем в магазинах ЮАР. На этом у меня все. Обязательно поделитесь в комментариях, были ли вы в ЮАР или в Кейптауне. Мне здесь очень понравилось. С удовольствием вернусь еще раз. А вам желаю всего самого хорошего.